Вегетарианство. В процессе высвобождения кармы болезни и старения, возносящимся посвященным нового консенсуса, пришло понимание истоков смертельного гормона. Смертельный гормон вырабатывается в питуитарной железе гуманоидных форм с двумя цепочками ДНК и убивает здоровую живую ткань, чтобы вызвать смерть. Смертельный гормон гипофиза дает начало аналогичным гормонам смерти, которые выделяются в каждом органе и железе в форме. Такие гормоны приводят к затуханию деятельности каждого органа и всех желез по всему телу, сразу же вызывая интоксикацию клеток и вводя их в шок, а затем в энергетическое голодание и уничтожение. Вот как происходит смерть при всех обстоятельствах в данное историческое время. Когда любое живое существо, включая рыбу и растения, умирает, смертельный гормон извергается в каждый орган, мускул и систему по всему телу, независимо от способа умерщвления. Такой гормон пронизывает мускулы, и особенно жир, который всякий раз потребляют люди, когда едят животное мясо или рыбу. При потреблении смертельного гормона, человек просто вводит смерть в свою систему, и это та причина, по которой посвященные выбирают строго вегетарианский режим питания. В настоящее время, этот режим может включать в себя молоко, сыр, масло и яйца, которые обеспечивают достаточно белка, чтобы содействовать непрерывному восхождению. Склонность к мясу позволяет лучше осмыслить смертельный гормон. Последний вызывает нечувствительность, притупляет эмоциональную боль, в которой существует большинство людей с двумя цепочками ДНК. Возможно, это и есть именно та причина, по которой человеческому виду в целом столь трудно отказаться от мяса. Она создает потребность потреблять плоть даже при том, что все питательные вещества, которые необходимы для поддержания формы, распространены сейчас в растительности. Учитывая понимание смертельного гормона и то, как он убивает живые клетки, мы рекомендуем всем возносящимся посвященным подумать о том, чтобы сводить потребление плоти к абсолютному минимуму, к тем периодам восхождения, где просто требуются аминокислоты, которые вегетарианское питание не обеспечивает. Когда такие фазы проходят, рекомендуем возобновлять вегетарианский режим питания. Для того, чтобы довести до минимума добавку смертельного гормона в восходящую систему, ибо он убивает здоровую ткань, заставляя посвященных бессмысленно возрождать то, что умирает при потреблении плоти. Наши предки, 7 коренных рас, в течение длительного времени оставались чистокровными, ибо изначально засеивались в отдаленных друг от друга регионах, где за многие десятки тысяч километров не встречался никто другой. Встреча главным образом исключалась отсутствием транспортных средств. В течение 25 тысяч лет, 100 тысячам человеческих лет, для 7 коренных рас, жизнь продвигалась довольно мирно. Некоторые мигрировали, находя друг друга, и начав смешиваться. Однако, наибольшая часть племени не селилась далее 1500 километров от того места, где их первоначально поселили. В течение этого периода численность коренных рас увеличилась. Человеческие голографические записи четко показывают, что в те времена человеческой истории большинство племен никогда не превышало 4000 человек, что в свою очередь приравнивалось к наличию во всем мире всего лишь 28 тысяч человек, существовавших в таком количестве большую часть 25-тысячелетнего периода. Продолжительность жизни среднего человека в тот временной период была 2000 человеческих лет. Люди имели регенеративную кристаллическую биологию, которая не знала старения до 1800-летнего возраста. Затем, постепенный выход из строя приводил к болезни и смерти. Некоторые из людей красных народов проживали кочующий образ жизни, передвигаясь между сезонами от одного региона к другому, собирая орехи, фрукты, ягоды и овощи за сезон.
Однако остальные учились заниматься сельским хозяйством и оставались в одной и той же области с сезона до сезона. Охота или рыбная ловля не практиковались вообще, поскольку отобранные люди были строгими вегетарианцами. Вегетарианство предусматривает мир в человеческих взаимоотношениях, поскольку вы не можете разрушать другого, не разрушая себя самого, а убиение, по характеру есть разновидность войн, которая рано или поздно неизбежно приводит к человеческой бойне. С растительностью дело обстоит иначе, ибо растительность и фрукты имеют соглашение потребляться в пищу. При этом, потребление растительности не воспринимается в качестве акта вреда. Поскольку люди были вегетарианцами, они оставались в мире друг с другом, и в каждом племени в течение 25 тысяч лет. Люди красного народа создали простые духовные практики, имевшие отношение к их соответствующим богам. Подобные методы вращались вокруг циклов жизни, роста и сбора урожая, или уборочного сезона, супружества, воспроизводства, воспитания детей, и способы жизни в гармонии с окружающими племя царствами природы. Царства природы с лихвой обеспечивали людей, представленных в ту пору на земле, не было ни голодания, ни нужды. Одежду и жилье развивали несложными проектами, исходя из предлагаемых природой условий. Это были те самые сады Эдема, которые большинство людей голографически хранят в памяти, и страстно желают. Для восходящих людей, каждый год предназначен для того, чтобы сосредоточиться на восхождении за пределы различных стереотипов разрушения, потребления, а также кармы болезни, которая с ними связана. Изменения в карте Бодхисаттвы предусматривают вегетарианский кишечный тракт, чтобы дальнейшее развитие и рост шли с учетом отсутствия потребности поедать плоть с целью достатка аминокислот для вознесения. Данное изменение, когда его охватывают, позволяет всем, кто овладевает уровнем эволюции Бодхисаттвы, становиться вегетарианцами и прекращать нужду в кровопролитии и убое животных. Такого рода изменения приводят к биологическому завершению парадигмы уничтожения, разрушения, поглощения, потребления. Каждый вид, потребляющий плоть, в последующих 18 поколениях подвергнется аналогичному биологическому переходу на вегетарианство. Для человеческих масс, новорожденные дети войдут в мир с вегетарианским кишечным трактом, и ожидается, что родители данного потомства, или те, кто проявит к ним внимание, будут обладать достаточной сознательностью и информированностью, чтобы не кормить ребенка плотью. В противном случае, это только заставит ребенка снова входить в парадигму разрушения, ибо акт поедания плоти заставляет мысли форму разрушения оставаться в любом восходящем поле. Бессознательное разрушение между двумя людьми не прекращается до тех пор, пока они не выбирают для себя строго вегетарианский режим питания. Выбор вегетарианского питания приводит к тому, что энергетическое насилие будет полностью трансмутировано. Так обстоит дело для всех людей, поскольку именно в процессе поедания плоти люди испытали падение в столь разрушительную мыслеформу, что война и болезнь возникали в их реалиях, как неизбежное следствие таковой. В конце концов, если человек убивает другие виды, он также убивает самого себя и свой собственный вид, и данная мыслеформа со временем манифестирует именно такой результат. В общем, так оно и произошло с человеческими предшественниками, анануками. Чтобы поддержать продолжительность жизни своих воплощений до 18 тысяч лет, они употребляли кровь своих рабов и плоть некоторых ракообразных из океана. В некоторых, особых ритуалах, они употребляли человеческую плоть, отдельные органы, с кровью, или даже живьем. Так были убиты и употреблены высшие жрецы красного народа, когда анануки пришли на землю. Это же практиковалось ими во время их пребывания на земле.
Этот стереотип потребления плоти был перенят человечеством. Поступая же таким образом, они впадали в мысли форму потребления. Со временем, искажение от поедания плоти других периодически возвращалось к Ананокам, а Мердук, Гадес и Инанна, Афродита, испытали падение в болезнь, а позже пошли войной друг на друга. Война истощила всех и достигла высшей точки в ядерном холокосте, ибо Мердук скорее пожертвовал бы всей землей, чем проиграл Инанне. Производимая вследствие потребления бойня приводит к потребности воевать, к войне, а также ведет к болезни. Болезнь стала распространенным явлением, когда Мердук неистово обрушился энергетической войной на Инанну, заставляя ее энергетическую решетку смещаться за пределы формы. Инанна недоумевала, кто мог таким образом разрушать ее энергетическую решетку, и выдвинула вредоносное воздействие на многочисленное население рабов, выведенных в свое время в их научных лабораториях. При этом, энергетическая решетка рабов смещалась и выходила за пределы эфирной формы, перестраиваясь в механизмы, которым в предшествующих материалах по исследованию кармы болезни было дано название механизмы болезни. Механизмы стали причиной болезни и более короткой продолжительности жизни, что со временем сделалось нормой для всех рабов. После ядерного разрушения Земли Анануками, люди, оставшиеся на поверхности Земли, перешли к забою и потреблению животных, в целях продолжить существование. Данное обстоятельство происходило дважды в вашей человеческой истории. Но со временем, когда растительность восстанавливала себя, люди красной расы опять возвращались к вегетарианскому режиму питания, прекращая поедать плоть. Однако белая раса, связанная с аннануками, и их народы населением рабов, с того момента продолжила употреблять в пищу плоть 30 тысяч лет назад, или 120 тысяч человеческих лет назад. К тому же, около 10 тысяч лет назад, 40 тысяч, 52 тысячи человеческих лет назад, после падения Атлантиды и произошедшего там ядерного уничтожения, все люди испытали столь низкое падение сознания и стали до такой степени механическими, что все человечество с тех пор сохранило пристрастие к поеданию животной плоти и неизменным устоям, склонностям и порядку вещей, базирующихся на потреблении. Мы приглашаем посвященных, желающих лучше понять, как природа рассматривает подобные вещи, вместе с человеческими событиями, и выражением чаще бывать на природе, настраиваться на природу, прислушиваться к природным царствам. Только когда каждый станет чувствовать природу, восхождение людей, выстроит мост к работе в единстве со всеми царствами на земле. В данное время, карма потребления высвобождается на всей мировой чаше весов. Человечество Земли должно завершить в смысле формы потребления. После того, как это произойдет, ложное вмешательство, и души, использовавшие тактику, где в основе лежит разрушение, уничтожение, потребление, поглощение, сущности, стремившиеся во многих падениях сознания разворовывать поле, энергетическую решетку, библиотеки знаний и системы движения энергии Земли и человечества, прекратят обладать каким-либо влиянием. Из вышесказанного можно понять, что мысли формы вызывают к жизни тот или иной опыт. Преодолевается мысли форма, и соответственно изменяется переживаемый опыт. Ибо именно мысли формы вызывает опыт, или по-другому, создает ситуации в ваших жизненных реалиях. Превосходя мысли формы основ потребления, Земля, человек, и все виды жизни на ней, перестанут быть потребляемыми, или разворованными. При этом, Земля, и все человечество, выйдет из реалий бессознательного вреда, который изводил всю Землю, и особенно за прошедшие 50 тысяч лет, 200 тысяч человеческих лет, мировой планетарной истории.